Всем привет! Меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы будем вязать вот такую красивую сумочку узором плетенка. Сумочка получилась довольно вместительная. В нее отлично поместятся тетради. Ширина получилась 28, высота вместе с ручкой примерно 20 сантиметров, 19,5. Таким узором связали с лицевой стороны. Сейчас покажу вид с изнаночной стороны. А вот и вид с изнаночной стороны тоже выглядит очень красиво и получается оригинальный узор. Если не вшивать подклад в эту сумочку, то ее можно использовать как двусторонний вариант. Этот узор мне тоже очень понравился. Давайте начинать. Для вязания нам понадобится пряжа Yarn Art Ribbon. По составу 60% хлопок и 40% вискоза с полиэстером. Нам понадобится 2 мотка, то есть один целый и еще немного от второго, то есть одного мотка не хватит. Но остаток мотка вы можете потратить на другую сумочку, тоже не менее симпатичную. Видео на эту сумочку я оставлю в описании к этому видео. Также нам понадобится крючок номер 4,5 и понадобится 5 либо 6 маркеров. Набираем цепочку из 26 воздушных петель. 1. Вот этот первый узелок я тоже считаю за петлю. Слишком слабо не набирайте. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набрали цепочку из 26 воздушных петель и 1 петля подъема, то есть всего должно быть 27 сейчас. Это лицевая сторона косички. Сейчас мы будем провязывать за изнаночные бугорки. С изнаночной стороны вот они бугорки. Вот это лицевая сторона, это изнаночная. Отодвигаем вот эту рабочую нить и находим первую изнаночную, вот такую перемычку, вот она. И сейчас начнем вязать во вторую, то есть крючок вставляем во вторую изнаночную перемычку, вставляем крючок и провязываем столбик без накида. И сюда же провязываем еще один столбик без накида. То есть в одной петле, в одном столбике у нас 2 столбика без накида. И продолжаем до конца цепочки набирать столбики без накида за вот эти задние перемычки. В каждый вот так получается. Довязали до конца цепочки. Вот начало, конец. И сейчас за последнюю перемычку, вот она, мы провязываем 3 столбика без накида. Вот оно. Одна, вторая и третья. Мы сделали поворот донышка сумочки, подтягиваем вот этот узелок. И вот этот свободный кончик мы сейчас будем прятать в вязание. Находим косичку первую, вот она. Сейчас будем провязывать за вот эти косички, за обе полупетли, под эти полукосички. Вставляем крючок под обе, захватываем рабочую нить. Провязываем. Находим следующую косичку, вот она. Вставляем крючок и провязываем.
и довязываем до конца. И сейчас провязываем второе закругление донышка. 2 столбика у нас уже провязано. Сейчас мы провязываем сюда еще один столбик. Сейчас мы будем вязать донышко столбиками без накида в раскол, чтобы донышко было поплотнее и хорошо держало форму. Для этого мы делаем невидимое соединение, вытягиваем рабочую петлю, находим первую косичку начала ряда, заводим крючок с изнаночной стороны, подцепляем петлю и вытягиваем ее на изнаночную сторону. Подтягиваем ее примерно на такой размер, находим под перемычкой столбик, вот он, вот в этот, вставляем крючок в середину и с изнаночной стороны крючок расколол столбик без накида. С изнаночной стороны это выглядит вот так. Захватываем рабочую нить, вытягиваем на лицевую сторону, вставляем крючок в изнаночный столбик и провязываем столбик без накида. Готово. Сюда же мы провязываем еще один столбик без накида. Еще один столбик галочку. Удвоили. Вот этот столбик мы тоже будем удваивать. То есть на закруглениях все 3 столбика мы будем удваивать. 1 и 2. У нас должно получиться 6 столбиков. На закруглениях 1, 2, 3, 4 мы уже сделали. Вот этот третий столбик закругления мы провяжем в конце ряда. И сейчас в каждый столбик последующий мы будем провязывать по одному столбику без накида, по одному столбику галочки. Вставляем крючок в центр столбика и провязываем. Следите за тем, чтобы крючок раскалывал ножки столбика с изнаночной стороны, чтобы у нас не было дополнительных отверстий. В центр столбика. Мы сейчас провязываем не за вот эти косички, а именно в центр столбика. Провязываем столбики без накида узором галочка. И довязываем до следующего поворота, до следующего утроения. Довязали до следующего утроения. И сейчас каждый столбик вот этого утроения мы будем удваивать. Первый, второй и третий. Вставляя в центр галочки крючок. Следите за тем, чтобы галочку раскалывали правильно. И сюда же в этот столбик мы провязываем еще один столбик без накида. Удваиваем следующий столбик. Вот он. То есть как его найти? Здесь немножко, вот видите, непонятно. Находим галочку мы под соединениями двух косичек. Вот они. Одна косичка, вторая косичка. И вот под этим соединением, вот такой замочек, мы и находим вот эту галочку. Находим этот столбик без накида. Вставляем крючок в центр. И сюда же провязываем еще один столбик. И находим таким же образом третий столбик закругления. Вот он, под соединением двух косичек, вот этих вот. Видите, вот он столбик. Также раскалываем столбик и провязываем сюда 2 столбика без накида. И сейчас в каждый столбик мы будем провязывать по одному столбику без накида, по одному столбику галочки. Вставляем крючок в центр и провязываем столбик без накида. И следующий провязываем столбик
без накида. Провязывайте самостоятельно до конца этого ряда. Довязали до конца ряда. Сейчас осталось провязать последнюю галочку. Мы ее удваиваем. Это галочка, это столбик утроения предыдущего ряда. Мы его удваиваем. Один. И второй столбик сюда же. Сейчас мы соединяем столбики в один ряд. Для этого мы провязываем соединительную петлю. Сделали соединительную петлю, и под следующую косичку мы провязываем соединительными столбиками такую обвязочную косичку. Соединительными столбиками мы провязываем косичку. Делаем обвязку без прибавок. За каждую косичку мы провязываем косичку. И встретимся в конце ряда. Связали до конца ряда и делаем последнюю косичку. Сделали последнюю косичку, и нить мы сейчас отрежем и соединим ее с первым соединительным столбиком. Отрезаем кончик и делаем завершение ряда. Заводим крючок под вот эту первую соединительную петлю. Так. И возвращаем крючок в петлю, откуда у нас выходила нить. И вытягиваем рабочую нить на изнаночную сторону. Сейчас пропариваем это донышко утюгом. Я пропарила донышко сумочки, прогладила его, высушила. То есть оно сейчас идеально ровное, как вы видите. Сейчас будем вывязывать стенки сумки. Вот эту косичку обвязки мы оставляем нетронутой. И вот за косичками обвязки находим вот эти косички. Вместе соединения обвязки, вот этой обвязочной косички, у нас за ней нет вот такой косички, поэтому мы вставляем крючок вот в такую, просто она как перемычка идет, вставляем сюда крючок и провязываем целый ряд столбиков без накида, без прибавок, просто столбики без накида. Сейчас вот за эту косичку провязываем столбик без накида. За эту косичку за косички провязываем столбики без накида, без прибавок. До конца провязывайте самостоятельно. Довязываем до конца этот ряд первый и последнюю петлю, последний столбик я провязала, и соединяемся вот таким образом. Находим первую косичку, не вот эту галочку, не первый столбик, а косичку, которая идет над столбиками. Вставляем крючок с изнаночной стороны, захватываем петлю и вытягиваем ее на изнаночную сторону. Хорошо затягиваем вот это соединение, подтягиваем эту петельку, завели петлю вот эту на изнанку, находим следующую косичку и вставляем крючок в центр этой косички, не под 2, а именно в центр. Захватываем рабочую нить,
Вставляем крючок в изнаночную петлю. Сейчас у нас 2 петли на крючке, и через обе мы провязываем петлю. Готово. Находим следующую косичку, вот она. Находим под ней столбик, вот он. И под этот столбик, в основании этого столбика вставляем крючок. Захватываем рабочую нить. Сейчас мы будем разворачивать нить, чтобы она у нас красиво легла. Именно вот такой стороной. Готово. Следующая косичка у нас. Мы захватываем только за одну заднюю полупетлю. Провязали. Находим следующую косичку. Под ней столбик. В основании этого столбика вставляем крючок. Захватываем рабочую нить и провязываем. Находим следующую косичку, за заднюю полупетлю провязываем столбик без накида. Под следующую косичку находим столбик, в основание вставляем крючок, захватываем рабочую нить и провязываем. До конца вяжем самостоятельно таким образом. Встретимся в конце этого ряда. Я дошла до конца ряда. Провязываю последнюю длинную петлю, длинный столбик в этом ряду. Провязала. И сейчас снова соединяем столбики. Сейчас снова делаем соединение. Вытягиваем рабочую петлю, заводим крючок за первую косичку. Вытягиваем эту рабочую петлю на изнаночную сторону. И сейчас вставляем крючок под эту образовавшуюся перемычку. Вот сюда. Вот у нас перемычка. Здесь столбик. И в основании этого столбика вставляем крючок. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем длинный столбик. Вставляем крючок в изнаночную петлю и провязываем. Первая петля третьего ряда у нас провязана. Продолжаем вязать. Сейчас находим следующую косичку и за заднюю полупетлю провязываем столбик без накида. Сейчас над этой длинной петлей мы будем провязывать столбик без накида маленький. Получается у нас над вот этим большим столбиком получается вот такой штришок. Дальше продолжаем. Находим вот эту маленькую петлю, следующую, вот она следующая косичка, под ней столбик без накида. И снова в основании этого столбика вставляем крючок и провязываем длинный столбик. То есть у нас сейчас будет чередование идти. Там, где был маленький столбик, мы провязываем длинный. Там, где был длинный столбик, мы будем провязывать маленький столбик за заднюю полупетлю. Следующую косичку мы провязываем столбик без накида. В основании вот этого маленького столбика мы провязываем длинный столбик. И так до конца ряда. В основании длинный столбик провязываем. То есть у нас получается такой плетеный узор. И продолжаем. В основании довязываем самостоятельно до конца ряда. Довязали третий ряд до конца. Осталось провязать
мне длинный столбик. И снова делаем соединение. Вытягиваем вот эту петельку. Находим первую косичку, не вот эту, это у нас столбик уже идет. Находим первую косичку, вставляем крючок с изнаночной стороны на лицевую, захватываем петлю, подтягиваем ее, подтянули. И сейчас делаем длинный столбик под вот эту вот перемычку. Либо делаем коротенький столбик, провязывая за вот эту заднюю полупетлю. Я буду постоянно соединяться и провязывать первый столбик следующего ряда именно под вот эту вот перемычку. Не под косичку, а под перемычку. Итак, сейчас нам нужно провязать за основание вот этого столбика длинный столбик. Вытягиваем. Вытягивайте на ту же самую длину, что и вяжем в рядах, чтобы здесь вот эта длинная петля не была сильно стянута и стенки сумки у нас были ровно связаны. Вставляем крючок в изнаночный вот этот столбик. Сейчас у нас 2 петли на крючке, обе провязываем. И первый столбик 4-го ряда у нас сейчас провязан. И продолжаем вязать согласно нашего рисунка. То есть где у нас длинный столбик, туда мы провязываем коротенький. Маленький столбик, где маленький столбик, провязываем длинный. Находим следующую косичку, за заднюю полупетлю провязываем маленький столбик. За основание следующего столбика мы провязываем длинный столбик. И чередуем маленький столбик, длинный столбик за основание. Снова маленький столбик и за основание. Довязали до конца 4-й ряд. И сейчас снова соединяем столбики невидимым соединением. Находим первую косичку, вот она. Вставляем крючок с изнаночной стороны. Захватываем рабочую нить, петлю. Подтягиваем. Сильно это место не нужно стягивать, чтобы перемычка не была сильно стянута, вот прямо так сильно. Чтобы она была примерно той же самой длины, что и все остальные косички. И сейчас провязываем над длинной петлей в эту перемычку маленький столбик. То есть раскалываем вот эту перемычку пополам. Видите, она из 2 частей состоит. Так, раскололи перемычку, захватили рабочую нить, вытянули. Вставляем крючок в изнаночный столбик и провязываем через 2 петли маленький столбик. Столбик 5-го ряда у нас провязан. Встретимся через несколько рядов. Я покажу, как вывязывать ручки для такой сумочки. Я провязала на необходимую мне высоту. Сейчас у меня получилось примерно 17 сантиметров. Давайте посчитаем по вот этим вытянутым столбикам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И сейчас мы будем с вами вывязывать ручки. Для этого мы также соединяем столбики в ряд тем же самым способом. И провязываем нужное количество столбиков до ручек. Сейчас мы будем отмечать, где у нас будет располагаться ручка. То есть посередине. Всего в сумочке сейчас 58 столбиков без накида. По одной стороне сумочки, то есть вот она лежит на плоской поверхности. Сейчас с этой стороны 29 петель. 29 столбиков и с другой стороны 29 столбиков. Вот этим маркером и крючком я сейчас отметила 1 и 29 столбик.
Вот это первый, это 29. То есть всего 29 столбиков у нас по одной стороне. То есть логичнее будет 10 столбиков мы оставляем с одной стороны, 10 столбиков оставляем с другой стороны. И для ручки, место под ручки мы оставляем 9 столбиков. Считаем. 1, вот место, где у нас маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отмечаем это место маркером. И с другой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10 столбик отмечен зеленым маркером. И между этими маркерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков без накида. То есть вот смотрите, рука моя будет, ну я предполагаю, что здесь будет ручка. И места здесь будет достаточно. С другой стороны мы делаем все то же самое. Разворачиваем сумочку. У меня есть еще 2 маркера. И отмечаем, то есть считаем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Маркер. 9 столбиков для ручки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В 10 вставляем маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Но тут я уже начала ряд. Вот они, 1, 2. Все, отметили место для ручек. И продолжаем вязать. Сейчас довязываем по узору до маркера. Первого маркера ручки, который обозначает у нас. Я дошла до первого маркера, который у меня обозначает начало ручки. Убираем его. И провязываем по узору за основание столбика. Провязали. И сейчас набираем 9 воздушных петель. Здесь у нас 9 столбиков. И набираем цепочку из 9 воздушных петель. Набираем не очень слабо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И сейчас присоединяемся в место, где у нас второй маркер, обозначающий место, где у нас будет ручка. Сюда мы провязываем тоже длинный столбик. В основание столбика вставляем крючок и провязываем длинный столбик. Сейчас у нас это место, вот эта ручка, она довольно плотно связана, но когда мы обвяжем ее, она не будет стягивать у нас вязание, она будет хорошо держаться. И довязываем до следующего маркера по рисунку. Довязали до следующего маркера, до следующей ручки. Убираем маркер. И по узору у нас идет маленький столбик. Провязали. И набираем снова цепочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Присоединяем цепочку в следующую сторону ручки. Со следующей стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот в 10 по рисунку присоединились. У нас сейчас вот эти вот петельки, они слишком вытянуты. Потом, когда мы будем обвязывать эту ручку, этого не будет. Мы провяжем так, чтобы ручка была закреплена. Ряда, то есть до конца ряда мы провязываем по рисунку.
Довязали до конца ряда, также присоединяемся в ряд невидимым соединением и довязываем по рисунку до начала ручки. Покажу, как мы будем ее обвязывать. Довязали до ручки. Вот у нас этот длинный столбик. Сейчас вставляем крючок в место, где у нас выходит длинный столбик. Или для лучшего закрепления, вот у нас длинный столбик и под ним есть вот эта вот перемычка. Мы вставляем крючок именно под перемычку, чтобы отверстие при ношении сумки, вот это вот отверстие, оно было минимальным. И провязываем вот этот длинный столбик без накида вот таким длинным. Покажу еще раз. Довязали до вот предпоследний столбик до начала ручки. Вот у нас длинный столбик и под ним вот эта вот перемычка. Мы вставляем крючок под перемычку, захватываем рабочую нить и провязываем длинный столбик. Этот столбик должен быть не сильно слабым. И сейчас обвязываем ручку. Вставляем крючок в отверстие, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. У нас должно получиться 9 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Обвязали ручку, дошли до конца ручки. Здесь у нас тоже длинный столбик, под ним есть вот эта перемычка. Вставляем крючок под перемычку, захватываем нить и провязываем. Закрепились. И до следующей ручки провязываем по узору. Довязали до начала следующей ручки. Вставляем крючок сейчас вот в центр вот этой большой галочки. И вытягиваем длинную петлю и провязываем. Провязали. И сейчас обвязываем ручку 9 столбиками без накида. Вставляем крючок в ручку, зацепляем рабочую нить и провязываем столбик. 1, 2, 3, 4, 8 и 9 столбик. Провязали. Сейчас снова делаем закрепительный столбик в центр вот этого длинного столбика, коротенький, вот этот длинный под ним. В центр вставляем крючок, вставили, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Готово. И до конца ряда мы провязываем по узору. Довязали до конца ряд. Теперь делаем соединительный столбик. Вставляем крючок. Зацепляем рабочую нить. И
провязываем маленький столбик. Провязали. Довязываем до ручки по узору. До вот этого места довязываем самостоятельно. Довязали до ручки. Сейчас мы снова делаем закрепительный столбик. Вставляем в центр вот этой длинной галочки закрепительный крючок и провязываем снова длинную галочку. Сделать, то есть получается такой столбик в столбик, галочка в галочка. И сейчас обвязываем снова ручку таким же способом. Вставляем крючок в ручку, захватываем рабочую нить и провязываем 9 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Довязываем 9 столбиков. Довязали 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И видим, что до конца ручки у нас еще есть место, куда можно обвязать. То есть мы довязываем еще 2 столбика. Итого получается 11 столбиков без накида. Мы обвязали 11 столбиками без накида ручку. То есть здесь не 9, а 11. Дошли до конца ручки. И сейчас вставляем крючок в центр вот этой длинной галочки закрепительной. В центр. И провязываем еще одну. И провязали еще один столбик. Вот так получилось. Сейчас по узору довязываем до следующей ручки. До следующей ручки довязываем. Провязываем вот в эту закрепительную галочку. В центр вставляем крючок. Вставили. И провязываем еще одну длинную галочку. То есть галочка в галочке у нас получилась. И сейчас также обвязываем ручку 11 столбиками без накида, как и предыдущий. То есть 11, не 9, а 11. Вставляем крючок в вот это отверстие ручки. Захватываем рабочую нить и провязываем. 1, 2, 3, 4. Довязали 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Снова делаем закрепительный столбик. В центр вот этой галочки вставляем крючок и провязываем. Провязали. И до конца ряда мы провязываем по узору, по рисунку. Будем обвязывать сумку. Сейчас я покажу. Довязали до конца ряда сумочку. Сейчас покажу, как сделать обвязку по краю сумочки. И она уже практически готова. Итак, у нас вот идет начало ряда. Сюда мы вставляем крючок. То есть за это место мы обычно делали соединение столбиков в ряд. Сейчас сюда мы вставляем крючок, захватываем рабочую нить и провязываем косичку. Следующий под обе половинки косички вставляем крючок
И провязываем косичку. То есть полностью обвязываем сумку с соединительными столбиками. Вот так получается. Не сильно стягивайте. Дошли до ручки косичкой. И также за каждый столбик мы провязываем соединительными столбиками полностью сумку. И ручки тоже. Обвязали до конца. Вот у нас осталось провязать последнюю косичку. Вытягиваем рабочую нить сантиметров на 10-12. Отрезаем. Делаем опять же невидимое соединение. Вставляем крючок под первую косичку обвязки, под первый соединительный столбик. Захватываем нить. И сейчас вставляем крючок обратно в последнюю косичку с изнаночной стороны. Вставили и захватываем. Вот так. И с изнаночной стороны сейчас этот хвостик нам нужно спрятать. Вот такая сумочка у нас получилась. Узор плетенка. Также ее можно при желании использовать и с изнаночной стороны. А это вид с изнаночной стороны. Посмотрите, какой оригинальный узор получился. Поэтому, если не делать подклад в эту сумочку, ее можно использовать с двух сторон. Это донышко. Вот этот кончик потом можно будет отрезать и хорошо спрятать. Вот такое аккуратное донышко получилось. И сейчас мы посмотрим место соединения столбиков. Я даже его, видите, не сразу нашла. Вот оно, вот он наш шов соединительный, где мы соединяли столбики в ряд. Вот он даже не заметен. То есть, если не вшиваем подклад в эту сумочку, то можно ее использовать как двусторонний вариант. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и если вам понравилось это видео, то нажмите на пальчик вверх. И до новых видео.